Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон, и мы продолжаем свой альтернативный онлайн Дюссельдорф на заводе Нисман Бишев в Германии. И сегодня у нас обзор на трехосный интеграл. Давайте посмотрим его. Как вы можете видеть, у нас шасси Fiat Ducato, и магнитола целиком скрывается в панели, ничего не выступает, и тогда у нас раскладывается легко штатная вот эта подставочка, и нету никаких с этим проблем. Мало того, вот эта глянцевая поверхность соединяется воедино, и выглядит все это очень стильно. Вот в этом плане здесь прям молодцы. Коробка автоматическая, 9-ступенчатая, знакомая нам от Fiat. В остальном, в целом, здесь вижу прям практически полный пакет всяких разных опций. Traction Plus, помощь при спуске. Вот единственная какая-то наклеечка такая сверху на кнопке RES, как это прочитать, не знаю. И такие же RES есть еще сбоку. Я не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, если вы понимаете, что имеется в виду, что сократили и что это за опция. Мы даже добавим в описание, наверное, после подкорректируем или, может быть, сразу разберемся. Дальше что вижу? Speed Limit, круиз-контроль, все стандартные опции от Fiat есть. Кабина плавно переходит вот в это прорезиненное покрытие интеграла. Двери у нас также нет, то есть, например, в автодомах от Hummer мы часто видим, а, например, Нисман Бишев, напоминаю, это тоже Hummer Group, но именно от бренда Hummer чаще всего у нас здесь есть двери. Также в Adria Sonic, например, мы видим в основном здесь дверь, а вот Нисман Бишев делают вот так вот, то есть мы только выходим через основную дверь. Есть что-то в этом такое более домашнее, то есть это у вас просто такой штурвал вашей яхты, потому что трехосный автодом – это максимально такая приближенная уже к концепции яхты. Во-первых, если вы пересаживаетесь, например, с полуинтеграла на трехосник, это сразу там на несколько метров длиннее, и плюс две оси сзади, оси, дают вам возможность более плавного хода, и когда вы едете на трех осях, в итоге у вас максимально вот этот мягкий ход, приближенный к ходу яхты. Конечно, лобовое стекло у нас закрывается шторкой, и шторка у нас электрическая. Что мне нравится, вот у Нисман Бишев, они делают такие надежные, крепкие эти шторы, напоминающие чем-то гаражные ворота. Но то есть они у нас полноценно закрываются. Уже мы видели в одном из прошлых обзоров, что шторку можно еще вот такую поднять, бумажную, до середины она доходит, и все. Я так и не понял, для чего это нужно. Возможно, вы уже написали к прошлому ролику в комментариях для чего, но я-то еще этого не видел и не читал, поэтому вот заново задаюсь этим вопросом, можете здесь еще раз написать. Вы иногда меня в комментариях ругаете, что я много чего-то хвалю. Я просто человек в целом эмоциональный, если мне что-то нравится, то оно мне нравится. Я поэтому уже под воздействием так или иначе этих эмоций говорю о том, что вот это круто, это здорово. И, возможно, не замечаю какие-то недостатки, постараюсь в этом обзоре быть чуть внимательнее к ним. Но пока все в целом достаточно неплохо. Вот, например, столик у нас таким образом раскладывается и превращается в большую столовую группу. Естественно, у нас такая оппозитная история. Мы разворачиваемся на креслах с водительского места, с пассажирского. Сбоку у нас диванчик. Стол двигается очень легко. Мне нравится, когда вот так пружинкой, а не когда надо тянуть столы. То есть вот этот, такой столик мне чисто ближе. Стоит он на полу у нас жестко, зафиксировано. В принципе, да, в спальное место он не трансформируется. То есть здесь теоретически опционально может быть опускаемая кровать, но в комплектации, которую мы смотрим с вами, ее нету, поэтому у нас, по идее, только задняя часть, задняя спальня. Обивка потолка такая автомобильная ткань, вот, в принципе, то, что вы обычно можете потрогать в машинах, вот это оно здесь на потолке. Единственное, вот здесь какая-то алькантара в передней части. Единственное, что вот в iSmooth в прошлом обзоре автомобиля от Нисман Бишев мы смотрели, тоже там было много обивки, и, например, вот этот люк был скрыт тоже такой накладкой, которая в общую ткань. Мне это больше понравилось, потому что вот этот пластик как-то, не знаю, на мой взгляд, как-то грубовато смотрится рядом с этой аккуратной тканевой обивкой. Плюс она здесь светлая, и это как-то еще больше бросается в глаза. Там, кстати, была темная обивка, и мне это очень понравилось, хотя и сужает пространство. Шкафчики. Push-open везде система, хромированные вот такие накладочки, на которые мы должны нажимать. И по идее они как раз для того, чтобы мы на них нажимали,
а они сделаны из хрома, и они очень сильно марки. Это единственный их, наверное, недостаток. Дверки очень приятные, качественные в целом, но вот пальчики на них очень сильно остаются, поскольку хром, глянец, вся вот эта история. И вот эти фонарики в передней части на гибком приводе, знаете, есть такой магазин Fix Price, и вот там подобные продаются. Я не знаю, для меня они прям полностью выбиваются. Рядом монументальные, классные светильники от Dometic, а вот эти на гибком приводе как будто из какого-то другого мира. Они какие-то пластиковые, легкие, хромированные. И вот этот даже почему-то не включается. Я не знаю, может, они на батарейках вообще. Или как-то отдельно кабина включается. Я не понял, по крайней мере. Короче, вот эти светильники мне не понравились. Хотя рядом стоят замечательные светильники вот от Dometic. Правда, не на треке, как мы видели, например, это с вами на заводе LMC в прицепах, но тоже хорошие светильники, ничем не хуже, очень приятные, такие домашние, аккуратные Dometic. Шкафчики у нас продолжаются по всей длине автодома. Плита Тедфорд, обыкновенная такая, ну как обыкновенная, вот по крайней мере в Nisman Bishop почти везде мы видим аналогичную плиту, плюс-минус, газовая, 3 огня, электроподжиг, и вот такое фирменное стеклышко сюда, накладка. В остальном как-то минималистично. Даже не смогу сказать, где для кофемашины капсулы, потому что здесь самой кофемашины в принципе нет. Единственное, что интересное в плите, это то, что стекло разделяется на 2 части. Такое мы уже где-то видели. И оно разделяется на 2 части, и это, мне кажется, интересным решением. То есть, например, вам надо сварить кофе, вы открыли только один огонь, и 2 у вас остались как бы рабочей поверхностью. В остальном гладкий искусственный камень, и вот, кстати, то, что он гладкий, мне не очень нравится. Я люблю, когда он матовый, а он здесь немножко начинает блестеть, и как-то это выглядит, ну, дешевле, вернее, не то, что дешевле, наверное, старомоднее немного. Вот такой кругляш у нас вынимается, это вставная часть, которая закрывает мойку. У мойки металлическое нижнее дно вот это вот, и можно закрыть, перекрыть пробку с помощью вот такого краника на столешнице. Ну и, конечно же, сам смеситель у нас металлический. Он металлический, на ножке вот так вот вращается очень легко. И на диван, кстати, не поворачивается, что на самом деле хорошо, потому что можно случайно его там и забыть. Что у нас здесь? Здесь пластик, споты, которые включаются вот таким образом. Кстати, зачем-то USB-розетка на кухне. Было бы, наверное, интереснее, если бы она была где-то в гостиной, но вот здесь она разместилась, хотя может пригодиться и на кухне. Интересная ручка тем, что мы одной ручкой открываем все запоры, потому что часто мы видим, когда у нас несколько этих ручек, ну хотя, наверное, для такого класса автомобиля так и должно быть. Шторка снизу, сверху москитка, все на месте. Ниже у нас по классике ящики. Что в них интересного, это то, что есть электрозамок, то есть у них нету никаких дополнительных педалек. Вот видите, я их тяну, они не выдвигаются. Нажимаем кнопочку, и все, ящик открылся. Здесь у нас 3 краника, перекрывать газ можем к плите, к бойлеру и к холодильнику. Ниже еще один ящик, разделенный на сектора. Стикеров сколько, вес не вижу, но, наверное, килограмм 10 может быть максимальная нагрузка на них. Интересно, есть ниша под ведерко, вот такое ведерко, по идее, для мусора. Жалко, что только одна ниша на самом деле, потому что недавно мы видели где-то с вами 2 ведерка так вставало. Но, в принципе, одно и уже тоже хорошо. С противоположной стороны холодильник Dometic, как положено, в принципе, для домов этого класса, открывается в 2 стороны, за одну и за другую ручку, хотя здесь, на самом деле, это как-то, мне кажется, максимально неудобно и не нужно. Ну, то есть, как бы это хуже не делает, но при этом эти холодильники круто, когда где-нибудь в вене, он на проходе, мы можем с 2 сторон открыть, все удобно. А здесь вот эта стенка немного даже мешает за эту ручку тянуть, но окей, в принципе, можете это не использовать, просто с этой стороны открываем и все. Внизу у нас что? Обычный ящик. Вернемся немного ко входу. Здесь у нас вот такая металлическая накладка, она открывается в сторону и позволяет нам развернуть полноценно телевизор. Я вам не раз показывал и говорил про то, что вот сюда, в это место, помещается большая диагональ телевизора, и вот в этой машине сейчас можете увидеть, какой размер. Вот такая огромная плазма у нас здесь может разместиться, повернуться и, тем не менее, очень компактно спрятаться. Она на андроиде, все, в принципе, с плазмой с этой хорошо. Интересный еще момент, что есть подсветка здесь, которая включается вот таким образом светодиодная, и мы можем менять цвет этой подсветки просто нажатием кнопки. Эта фишка мне нравится, что не надо искать дополнительный пульт, а можно просто вот понажимать выключатель и выставить удобный вам свет. После все это зафиксировать. Здесь у нас что-то связанное с антенной, с телевидением, еще какой-то модуль стоит, и все это прячется вот такой аккуратной
дверочкой. Выше у нас пульт. Нет, нажимать не надо, просто тянем на себя. Пульт управления автодомом. Все системы жизнеобеспечения отображаются на основном пульте, то есть там вода, электричество, подключение и так далее. Печка, естественно, жидкостное отопление Альды, двойной пол, вся вот эта история. Это у нас два пульта дополнительных, связанных с солнечной батареей, которая тоже здесь установлена. Также, конечно, вот эта штука, она липучки, не буду ее сейчас отрывать, но, в общем, там проводка спрятана. Я в прошлых обзорах это показывал. Ниже небольшой шкафчик при входе, вот такой для тапочек. На нем еще есть какое-то даже крепление специально, чтобы, видимо, они удобно на нем висели. Плавно двигаемся в сторону основной спальни и ванны, но по пути, конечно, хочу показать еще вот эту часть. Я очень люблю вот эти выдвижные узкие истории. Кто смотрит наши обзоры, тот уже это знает. Здесь она вот таким образом тоже реализована. Огромный шкаф и запирается поворотом вот этой ручечки. Вот это стекло, это такой ночник, то есть там встроена светодиодная лента, и эта дверь просто светится, чтобы у вас было такое небольшое теплое освещение мягкое. С другой стороны этого стекло, то есть оно непрозрачно, с другой стороны нет. Но к ручке есть большие вопросы. У нее в постоянном режиме почему-то торчит замок, и это не первая машина, то есть это не просто здесь кто-то сломал. Это так и задумано. И когда мы хотим эту дверь закрыть, она просто бьется, и чтобы нам закрыть дверь, нам надо каждый раз нажать ручку. Замок, конечно, монументальный, крепкий, вообще дверь, хочется сказать, очень такая вызывает основательное ощущение. И, видимо, как-то с этим связано, что замок вот так сделан. Но вот здесь даже сделана угловатая часть, чтобы она сама захлопывалась, и тем не менее. Этого не происходит. Если дверь мы запускаем просто, это не срабатывает как с магнитными замками. И вот это на самом деле большой вопрос. Почему так? Почему нельзя было сделать какой-то более аккуратный и приятный замок? Закрываем дверь аккуратненько, нажимаем на ручку, не забываем. Отгораживаем таким образом пространство спальни, душа, туалета от остального. И оп, шкаф у нас при входе, включается такая светодиодная лента. Нравится мне, когда делают вот во всю длину, и это удобно. В Морелло мы такое тоже видели, там везде все сделано, вот такие софтбоксы во всю длину. Здесь, кстати, лента почти ничем не скрыта, она бьет в глаза, и вот я стою, на нее смотрю. И вот это на самом деле раздражает. Ну вот можно же было ее наклеить на эту часть, или хотя бы софтбоксом матовым скрыть, потому что ты открываешь, это светит вот вам сейчас в камеру, мне в глаза. Неудобно. Альды тут что-то, да, здесь мы видим уровень антифриза в Альде, печки, и гардеробная у нас палочка есть, полочки ниже. Все, в принципе, по классике для гардеробов. Выключатели. Да, пол, ленты, все здесь можем включить-выключить. Радиатор Альды выходит здесь. Вот эта поверхность мне вообще непонятна, если честно. Это какая-то имитация камня, которая шершавая на ощупь. Когда издает она звук, напоминает она пилочку для ногтей, и звук какой-то бумажный. В общем, она мне непонятна, максимально странно и выбивается, по-моему, и точно не делает этот дом дороже визуально. При этом рядом раковина из искусственного камня, такая основательная, монументальная, очень классная. Цельный модуль и кран металлический, тоже достаточно хороший, приятный. Вопросов к нему нет. Выше зеркало. Push-open система открытия шкафчика. Открываем шкаф, вот там у нас такой небольшой шкафчик. Что внизу? Внизу надо чуть-чуть потянуть дверь, и открываются дверки. Кстати, сделали фиксаторы для дверок в нижней части, а ручка в верхней. Ты тянешь, и получается, что всю дверь чуть-чуть перекашивает. С противоположной стороны душевая кабина. Душевая кабина стандартная, пластиковая, аккуратненькая, белая. Закрываются дверки. Так, раз. То есть можем перекрыть пространство и вот эту дверь, например, если мы закрыли, чтобы ее не забрызгать, или вообще ее не закрывать. Зависит, конечно, от обстоятельств. И все, у нас ничего не намокнет. То есть не шторками мы это занавешиваем, а вот такой полноценной стеклянной дверью. Наверху есть палочка, душ на рейлинге. Душ обыкновенный, но никакой регулировки режимов мы у него не видим, просто широкая лейка. Сверху лейки, то есть мы тоже не наблюдаем. По душу, в принципе, все. Светодиодная подсветка спрятана. Надеюсь, ее влагоизолировали. Долезть я до нее не могу, но думаю, что об этом обязательно должны были подумать. И возникает логичный вопрос, где у нас туалет? Кстати, радиатор Альды здесь еще присутствует в душе, то есть в душе будет отдельно обогрев и хорошо будут сохнуть вещи. Где туалет? Туалет, на самом деле, странная история, когда в такого класса автомобилей в интеграле все-таки туалет не находится как-то отдельно, а спрятан.
здесь у нас таким образом. Туалет находится за вот этой дверью. Дверь, кстати, такая почти, как мы часто видим снаружи, основательная такая пластиковая дверь с уплотнителями. А все это потому, что здесь у нас прямой доступ в багажник. Туалет, по сути, уезжает в багажник. Мы его еще оттуда посмотрим. Раз, тянем, и вот он выехал. Туалет Тедфорд такого вот плана. Не знаю, как-то все это визуально, хотелось бы более какого-то комфорта и домашнего в такого класса все-таки машине, но справедливости ради стоит отметить, несмотря на то, что он на движущемся модуле, само основание керамическое, не пластиковое, и это, конечно, уже приятно. И пластик у самой крышки тоже очень жесткий, и сиденье. Здесь же крепление для туалетной бумаги, и вот еще одна такая ручка, которая максимально похожа на вот эту, точно такая же, и она с замком, и замок здесь, в принципе, вот этот монументальный основательный замок, он уместен, потому что он фиксирует целый модуль, на который вы садитесь. В спальне сразу сходу в ступеньках места для хранения. Вот, если поставить ногу таким образом, то есть в обоих случаях не очень глубокие два таких ящичка. Ай, как громко! Закрываю два ящичка. Светильничек у нас есть еще в ступеньке. И вот эта штука, которая мне очень нравится. Поднимаем вот так, опускаем, и здесь гардероб. Гардероб один, потому что с противоположной стороны туалет, который мы с вами видим. Но вот здесь мы поднимаем такую дощечку. Матрас загибается специальным образом, и непонятно мне только одно, почему она вот, мы поднимаем вверх, она вот так вот раз, и в разных случаях она по-разному как-то фиксируется, и, конечно, есть вероятность, что даст она по голове, не знаю. Но в целом сама задумка такого гардероба мне всегда очень нравится, и мы иногда в матриксах и много где, в принципе, встречаем здесь такую электронную систему, когда кровать сама поднимается и выезжает. Не знаю, это всегда долго очень все едет и так далее. Я сторонник вот такой механической истории, поэтому в целом этот гардероб мне нравится. В остальном спальня весьма лаконичная. Шкафчики push-open по кругу открываются, все одинаковые. На стенках какая-то меховая такая, короче, похоже на ковер. Вот то, что вы видите на стенах слева-справа, светлое, это похоже на ковер. Кожаные кармашки есть. В изголовье ткань с фирменным логотипом и такие же вставки, как в двери, светящегося стекла. Далее какая-то прорезиненная такая пленка, покрытие непонятно. Светильники такие же, как я поругал в передней части, нет, они явно не на батарейках, они, ну, вот такие обыкновенные на гибком приводе, работают светодиодами, белым светят. В углу вижу USB розетка 1, USB розетка 2. И 220 вольт вот на шкафчике тоже с левой стороны есть. В остальном по спальне вот все. Она такая скромная, простая, светлая и аккуратная. Багажник достаточно большой, вес 400 килограмм, можно сюда максимальная нагрузка. Порадовала светодиодная лента, опять же, по всей длине в уголочке, кроме того, что она бьет в глаза, но она очень приятно, плавно вот так загорается, включается и выключается. И это классно. Душ. Вот, раз, два, вот он тут есть в багажнике. Для того, чтобы что-то помыть, почистить, учитывая такой объем багажника, вы сюда можете много что закатить. Двигаемся дальше по багажнику. Нисман вот вообще часто прячут всякие элементы, связанные с электрикой и так далее. Например, я так понимаю, что здесь есть трансформатор, инвертор из 12 вольт 220. Вот все это закрывается такими аккуратными решетками. Эта концепция мне нравится. Кстати, розетка 220 вольт ниже я вижу. И вот, собственно говоря, туалет, про который мы говорили внутри. Вот так он прячется здесь. И что мне хотелось бы отметить про туалет? Мне кажется, мы как-то с вами смотрели, если не ошибаюсь, DT называлась комплектация Matrix на дилерской конференции. Кто смотрел, тот знает, кто не смотрел, смотрите обязательно дилерскую конференцию Adria. Там был багажник, в который я вышел и в полный рост встал внутри багажника. То есть получалось такое большое место в багажнике. И вот дарю просто конструкторам идею. Мне кажется, можно попробовать сделать вот так туалет, который будет заезжать внутрь и потом выезжать в багажник какой-то большой и как бы превращаться в такой уличный туалет, то есть чтобы можно было зайти снаружи. Как-то это, наверное, можно реализовать. Вот пришла мне идея, когда увидел туалет в багажнике. Возможно, несу полную ерунду, но пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Можно ли такое сделать, как думаете, или нет. С противоположной стороны интересный люк, то есть багажник сквозной, но, как можете видеть, он меньше. Он почему-то сделан меньше высотой, то есть он вот такое окошко скорее, а с другой стороны полноценная дверь.
Нет, снаружи ничем не вижу, чтобы это было как-то обусловлено, просто, наверное, вот такая задумка. Или какие-то конструктивные нюансы. По левому борту у нас вот такие есть лючки. К сожалению, все открыть не смогу, поскольку они здесь заперты, и никто нам открыть их, к сожалению, сейчас не может. Они утеплены, и это вот такая достаточно фирменная фишка, которую делает Nisman. То есть даже на базе Fiat у нас везде вот эта история. Скрытая, это металлическая полноценный такой корпус, и это приятно. Заливная горловина воды, сколько воды не скажу, позже либо укажем здесь плашечка какая-то, либо смотрите, вся техническая информация всегда есть в описании. Выхлопное отверстие от Альда, и я вам забыл показать важную вещь. Поскольку у нас нестандартный немного туалет, у нас и нестандартная кассета. Во-первых, это вот такая огромная дверь. Хочу, кстати, обратить внимание, что здесь какой-то огромный модуль и идет провод. По всей видимости, центральный замок запирает даже, можно открыть кассету туалета с помощью центрального замка. И это прикольно. Не прикольно только что не фиксируется дверь, и на горе она будет сюда вот открываться. Кассета вот таким образом. Вытянутый лючок, и вот мы ее достаем, и вот здесь мы видим эту кассету. Не могу ее сейчас вытянуть, потому что она подключена, а откручивать лишний раз не буду. Ну, в общем, кассета здесь откручивается, достается вот таким образом, обслуживается туалет. Arto 79R мы сегодня с вами посмотрели. Вот такой огромный интеграл, трехосный, ну то есть по меркам интеграла это достаточно большая модель. Вся техническая информация, вес и так далее в описании, длина, вот это все мы пишем специально туда циферками, буковками, чтобы не перепутать, не ошибиться, поэтому заходите туда, копируйте, если вам надо информацию, и также заходите на сайт. Цена 165 тысяч евро в Европе, Nisman Bishop завод, напоминаю, это Hummer Group. Для кого такие автодома? В принципе, для тех, кто хочет просто больше, длиннее автодом, например, хочет перейти с какого-то стандартного там полуинтеграла, чтобы иметь вот этот больше объем, больше пространства. И вот если вам нравится такой дизайн, вот мы можем показать вам, предложить вот такой вариант. Большой багажник, 400 килограмм, что достаточно неплохо, и шасси Fiat Ducato, что надежно, классно и в чем-то, наверное, упрощает и удешевляет эту модель. Давайте обсудим это в комментариях. Напоминаю, мы снимаем такой альтернативный Дюссельдорф для вас, ездим по заводам, и сегодня вот мы на Nisman Bishop снимали эту модель для вас. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!